То, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно. То, возможно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай. Зеленый попугай. Зеленого попугая в Африке мы так и не встретили. Пришлось купить здесь, в Самаре, вот такого вот плюшевого. Но зато нашли большое количество слонов, крокодилов, обезьян, носорогов и даже львов и гепардов. Побывали сразу в 4 африканских странах. Окунулись в атмосферу великих географических открытий и побывали на мысе Доброй Надежды. Сходили в гости к африканским пингвинам. Продегустировали южноафриканские вина на старейших винодельнях Южноафриканской Республики. Немного разобрались в местной гастрономии. Оценили туристическую инфраструктуру на примере топовых отелей. И даже выбрались в море на поиски китов. И что вы думаете? Нам повезло, и мы их увидели. Именно таким насыщенным и зрелищным было наше африканское путешествие. И все это вас ждет в ближайших выпусках на моем канале. Поэтому прямо сейчас не забудьте подписаться, поставить лайк, и мы начинаем. Ну что ж, друзья, наше африканское путешествие начинается со страны Замбии. Мы разместились в отеле, и отсюда мы будем отправляться в течение 2 дней на разные активити. Yes. One Russia, one Zambia, one people, one world, one love. Да! Наше погружение в африканскую природу началось непосредственно с отеля, который располагался практически на водопаде Виктория и был частью национального парка. Именно поэтому прямо по территории отеля ходили дикие животные, которые находились в своей естественной среде. А до потрясающих панорамных площадок, откуда открывается невероятный вид на это африканское чудо природы, идти ровно 5 минут. Не подумайте, что я вам зажал красивые кадры водопада. Дело в том, что практически весь выпуск будет посвящен именно ему. И насладиться его красотой и мощью вы сможете по полной.
Наше путешествие по Африке начинается со знакомства с жемчужиной африканского континента водопадом Виктория. Именно его открыл в 1855 году великий путешественник Дэвид Ливингстон. И сегодняшний день мы начинаем с купели дьявола. Что это такое? Смотрите и все узнаете. Название «Купель дьявола» говорит само за себя. Понятно, что купель – это некая ванна или бассейн, а отождествление ее с дьяволом говорит о том, что расположена та самая купель в каком-то крайне небезопасном и весьма неординарном месте. И нетрудно догадаться, что коль уж речь идет о водопаде Виктория, то, скорее всего, дьявольская купель находится где-то на его обрыве. Такими были мысли всех членов моей команды. А команда – это мое семейство и семья моих друзей-путешественников из Самары, с которыми мы побывали в разных уголках нашего земного шарика. И находясь сейчас на брифинге безопасности перед прогулкой купели дьявола, мы убедились в правильности наших суждений. Так и есть. Купель дьявола – это небольшая природная ванна прямо на самом краю водопада. Когда все стало понятно, куда мы идем, честно скажу, возникли мысли, а надо ли нам это? Ведь это 100% экстрим в чистом виде. Но когда в глазах твоих детей горит огонь жажды приключений, понимаешь, что обратного пути нет. Но как же я был в этот момент далек от тех эмоций, которые мы испытаем там через некоторое время. Техника безопасности усвоена, одеваем жилеты и отправляемся на лодках по реке Замбези к острову Ливингстон. Ввиду того, что здесь вблизи водопада очень интенсивный вертолетный трафик, использование дрона, сами понимаете, и недопустимо с точки зрения безопасности и с точки зрения получения разрешения на полеты. Поэтому для наглядности всего происходящего обратимся к интернет-ресурсам. С базового лагеря, который находится в 5 минутах от нашего отеля, мы двигаемся на лодочке к острову Ливингстон. Там, оставив все вещи, отправляемся пешком к купели дьявола, которая находится на самом краю водопада. Это для понимания всего маршрута. Теперь переходим к деталям на каждом участке этого экстремального путешествия. Что же экстремального в поездке на лодке, спросите вы? Я вам скажу так, абсолютно все. Река Замбези на этом участке имеет очень сильное течение, и при неграмотном управлении лодкой можно налететь на камни и сломать винт. Можно и перевернуться, а попав в воду, можно просто из нее не выйти, так как здесь полно и крокодилов, и бегемотов, и различных опасных змей. В общем, все располагает к вашей неминуемой гибели. Поэтому правило номер 1 – ни в коем случае не купаться. Так, ну мы приехали на остров Ливингстон. Именно отсюда начнется наша прогулочка купели дьявола. Нас тут почуют местными специалитетами. Это овсяная выдержка, выжимка с бананом. В общем, это не алкогольная. Пробуем. Как будто банановый молокс. Отправляемся вглубь острова. Вот эта зона из таких бамбуковых домиков, зона для переодевания. То есть, если вы еще не готовы,
то можете здесь одеть ваши купальные принадлежности, и они вам, поверьте, понадобятся, потому что будет все очень мокренько. Везде висят таблички, которые предупреждают вас о том, что вы принимаете на себя ответственность, вы рискуете всем, вплоть даже до жизни, потому что здесь есть скалы, вы можете упасть, можете разбиться, можете подскользнуться. И если вы еще даже остались живы, то вас дожрут рептилии, какие-то животные опасные. В общем, место такое. Не каждый сюда отправится. Ну, в общем, важно помнить то, что вы сами на это подписываетесь и все риски берете на себя. На полянке в тенечке под тропическими деревьями нас встречает шеф маленького кафе и спрашивает, что бы мы желали на бранч. Да, друзья, несмотря на то, что мы, казалось бы, далеко от цивилизации, и это Африка, сервис здесь поставлен на высоком уровне. Мы делаем заказ и убираем все наши личные вещи, рюкзаки, камеры, сумки, телефоны, одежду в ящик. Я себе лишь оставляю одну камеру, и в данном случае это Insta360, и отдаем один из наших телефонов сопровождающему. Все остальное нам будет мешать. Сначала идем, так сказать, на одну из смотровых площадок, чтобы познакомиться с водопадом Виктория и понять, что же с нами будет происходить в ближайшее время. Понимание пришло быстро. Высота большая, река мощная и стремительная. В общем, убиться очень даже легко. Поэтому делаем фоточки с гримасами предстоящего счастья на лице и отправляемся к броду через водный участок. Течение в Замбези было очень сильное, а вода прохладная. Встав друг за другом, взявшись за руки, мы идем навстречу судьбе, преодолевая страх и прохладу воды. Для безопасности натянут канат, за который нужно было держаться, потому что, отойдя от берега, течение усиливается. Тут вообще жесть какая-то. Идешь, проваливаешься. Полоса водных препятствий проходит отлично. По пути встречаем группу смельчаков, которые уже все самое страшное пережили и счастливые шли обратно. How it was? Wonderful. Yes? Are you enjoying? Enjoying a lot. Where are you from? United States. Oh, United States. Where are you from? Where are you We're from? from Russia. Russia? Say hello. What's up? Oh, our famous Biden. Hi guys. Yes. USA. Водный маршрут пройден, и вот мы оказываемся буквально в 3-4 метрах от места излива водопада Виктория. Даже в самом страшном сне я не мог себе представить, что однажды я окажусь со своей семьей на вершине самого большого водопада африканского континента. Стоит гул воды, в воздухе парит мелкодисперсная водная пыль. Снизу поднимается радуга, а напротив, на другом берегу, стоят зеваки и смотрят на смельчаков, отважившихся на такое действие. И в этот момент понимаешь, что смельчак – это ты. Но пока ты стоишь на островке безопасности между стремительных ручьев реки Замбези, устремляющихся вниз. А в купели дьявола в тот самый момент находятся люди. И ты про себя думаешь: вот они отмороженные, это же так страшно. И буквально через минуту эти люди выходят, и настает твой черед проверить свою смелость. Наши сопровождающие дают команду на спуск в воду, как заходить и что делать, за что держаться, но уши отказываются что-либо слышать. Ты словно оглох и отупел одновременно. Все сосредоточено на страхе. За детей, за друзей, за себя, и каждый шаг дается с трудом. По одному мы залазим в купель дьявола, и моментально тебя подхватывает сильное течение и несет в сторону обрыва. Всеми своими конечностями ты хватаешься за руки наших сопровождающих, своих друзей, родственников и, ошарашенный страхом, разворачиваешься спиной к пропасти, понимая, что в 50 сантиметров от тебя смертельный обрыв, в который тебя пытается стащить сильная и мощная вода.
Затаив дыхание, мы все уселись для общей фотографии. Всмотритесь в наши лица. Невооруженным глазом можно прочитать по нашим глазам, что нам так страшно, как еще не было никогда. Фотография сделана, и теперь по очереди мы переходим к самому веселому аттракциону. Двое наших сопровождающих по очереди берут каждого из нас за ноги и животом кладут на обрыв так, что ты головой и руками оказываешься уже практически над обрывом. Страшно даже смотреть на своих близких в этот момент. А третий сопровождающий, стоя на самом краю водопада с каменным лицом, фотографирует смельчаков и говорит, как лучше позировать. На него смотреть еще страшнее, так как он вообще может потерять равновесие и улететь в бездну. Страшно все, но страшнее всего ожидание своей очереди. Когда она пришла, ты машинально опускаешься вниз, пульс на максимуме, дыхание сдавлено от страха. Крепкие мужские руки берут тебя за ноги и подтягивают к обрыву. В какой-то момент ты понимаешь, что точка невозврата относительно баланса тела пройдена, и самостоятельно ты уже не вернешься в купель дьявола. В моменте тебя охватывает такой страх, что ты не можешь сказать ни слова. А еще практически каждый отважился заглянуть вниз. А там, друзья мои, просто жесть. И как после этого выдавить из себя улыбку и гримасу типа «я счастлив» или «это так круто», я не знаю. Получилось вот что. Проведя всех через этот аттракцион смелости, нам предлагают пойти в обратный путь. Взявшись за руки, мы вновь цепочкой пошли на противоположный берег. Тут я и вспомнил счастливые лица наших новых знакомых из США. Нас также переполняла и гордость за себя, и эмоции от увиденного. Порция адреналина получена такая, что теперь можно с одним патроном на медведя идти. Переодевшись в сухое и заняв место за столом во время второго завтрака, мы наперебой делились своими искренними эмоциями. Мы сейчас прошли нереальное испытание, это было в удовольствие. Вот если есть поговорка, то что что-то захватывает дух, то это вот про это. Потому что когда мы фотографировались, нас держали за две ноги, а мы наполовину опрокинулись уже вниз водопада, это было незабываемо. Это был остросюжетный блокбастер. Я не из пугливых, но когда ты понимаешь, что твоя жизнь в руках двух незнакомых людей, которые тебя держат за ноги, а ты уже, можно сказать, наполовину высунулся в обрыв, а высота обрыва 120 метров, конечно же, очень страшно. Не буду скрывать. Я думаю, что мы этот день запомним все вместе, и один седой волос в бороде сегодня добавился. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Откройте бесплатный счет в Альфа-банке и получайте до 15 тысяч рублей в месяц за привычные действия по счету. Лучшая программа лояльности для бизнеса. Обратный путь у нас был таким же. На той же самой моторной лодке мы прогрессировали по водной глади реки Замбези. Наше знакомство с водопадом Виктория произошло. Мы были на острове Ливингстон и, так сказать, в его самой главной достопримечательности купели дьявола. Раньше мне также удавалось посещать места, которые вызывали комплексные чувства. Это и страх, и эмоции, и восторг. Это и дайвинг с акулами, и дайвинг с китами, и мотопоездки в каких-то опасных обрывистых участках пути. Но это место отложилось в моей памяти на особенной полочке, потому что здесь
также чувства были комплексными. Одновременно было и очень страшно, и восторг, и красиво. Но больше всего добавляло то, что от тебя в этой ситуации практически ничего не зависит. Два человека, которые держат себя за ноги, по сути дела, и были твоими ангелами-хранителями. Но я всем рекомендую посещать Африку, Замбию, остров Ливингстон и купель Дьявола. Ребята, поверьте, в моей копилке нематериальных сувениров уже их большое количество. И это, наверное, находится в топ-3. Да, вот именно так, с песнями и танцами практически везде встречают в Замбии. В отеле нам предстояло провести всего лишь несколько часов, потому что график наш был очень насыщенный. Денек был солнечный и теплый, поэтому мы решили провести это время, отдыхая на лоне природы, периодически заныривая в бассейн. Как я и говорил ранее, отель расположен на территории национального парка, и дикие животные здесь вот так вот запросто ходят. И гости отеля с удовольствием контактируют с ними, в основном посредством своих гаджетов и камер. Друзья, в нашем отеле, в котором мы остановились, сейчас производится чистка бассейна. Бассейн осушили, снимается его покрытие, обновляют, так сказать. В общем, пользоваться им нельзя. Нам было предложено отправиться в соседний отель, который, кстати, более крутой по своей звездности, отель Роял Ливингстон. Мы приехали сюда и теперь пользуемся этим замечательным бассейном, расслабляемся и получаем удовольствие. Наверное, самый прозорливый зритель обратил внимание на то, что отель выглядит очень премиально и очень достойно. Этому есть объяснение. На этой территории в особой закрытой охраняемой зоне расположено несколько премиальных отелей. Конечно, есть отели и гораздо проще и дешевле неподалеку, но часто путешествие у нас уже выработалось правило. В странах с невысоким уровнем жизни лучше размещаться в понятных сетевых отелях с гарантированным комфортом и сервисом, дабы избежать неприятных моментов, связанных с гигиеной и безопасностью. Все четко, лаконично, ничего лишнего. И все напоминает нам об Африке и об открытии ее великим путешественником Дэвидом Ливингстоном. Так вот, отель Роял Ливингстон – яркий пример заведения с высоким уровнем сервиса. Ресепшн, бар, ресторан – все выполнено в единой стилистике. Чувствуешь себя здесь прям англичанином из Old Money тусовки. «Сэр, что бы вы хотели выпить в качестве аперитива? Мадам, может быть, предложить вам чаю?» Сервис здесь соответствует своей звездности. И как это обычно бывает, за все премиальное и престижное приходится платить высокую цену. И коль уж мы с вами заговорили про деньги, скажу так. Деньги, они хоть в Африке нужны, хоть в России. Если в Африку мы приехали их тратить, то зарабатываю я их в России. А зарабатывать проще с надежным партнером. В моем бизнесе финансовым партнером является Альфа-банк, потому что у Альфа-банка самая лучшая программа лояльности. Смотрите сами. Я открыл бесплатный счет в Альфа-банке, и каждый месяц за привычные операции, такие как конвертация, работа с остатками, оплата налогов, внесение наличных, эквайринг, получаю бонус до 15 тысяч рублей, которые могу потратить по своему усмотрению на банковские услуги или же на выгодные предложения от партнеров. В программе лояльности от Альфа-банка 3 уровня. При переходе на новый уровень вы получаете новые привилегии и все больше баллов за те же операции. Чем дольше вы с Альфа-банком, тем выше ваш уровень. Подключая больше продуктов и сервисов банка, ваш уровень также будет расти. Если вы еще не открыли счет для вашего бизнеса в Альфа-банке, то самое время это сделать сейчас.
Ведь до конца ноября действует акция. При открытии счета вы получите премиальную бизнес-карту с кэшбэком 10% на все. Подробности по ссылке в описании. Время как-то за отдыхом пролетело незаметно. Эмоции от увиденного улеглись на полочку, дыхание перевели, и вот уже мчим на следующее, как мне кажется, не менее эмоциональное действие. Время рассчитано впритык, и опаздывать нельзя, так как желающих полетать на вертолете над водопадом несметное множество. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. И в этот момент Всевышний расположил слонов прямо-таки на дороге, и из-за них образовалась пробка. А представляете, как здесь интересно жить? Вы приезжаете на вертолет, вам спрашивают, почему вы опоздали на вертолет, который будет вас катать над водопадом Виктория? Да потому что слоны дорогу перекрыли. Разве такое может быть в нашей стране? А здесь может. Как я уже говорил, африканское гостеприимство тесно связано с музыкой и танцами. Поэтому не удивляйтесь, танцевать мы будем практически всегда и везде. Ну что ж, вот он момент, когда мы сможем увидеть всю красоту водопада Виктория с высоты. Мы приехали на вертолетную площадку, сейчас заполняем документы, и буквально через несколько минут начнется наш полет. Пройдя краткий брифинг по безопасности, отправляемся к вертолету. Так как нас 8 человек, нам подготовили 2 борта на 5 и на 3 человека. Рассаживаемся, одеваем наушники для связи и ждем взлета. Набрав высоту, нам открывается панорама дельты реки перед водопадом. Отчетливо виден наш маршрут, который мы проделали в первой половине дня. Видна и точка нашего старта по воде, и остров Ливингстон, и даже сама купель Дьявола. До сих пор не верится, что мы там побывали. Теперь, когда нам отчетливо видна вся мощь и размах этого африканского исполина, самое время дать немного информации о нем. Водопад Виктория расположен на реке Замбези. Он находится на границе Замбии и Зимбабве. Ширина водопада 1800 метров, высота 120 метров. Расход воды сильно меняется по сезонам. Средний около 1400 метров кубических в секунду. Сейчас далеко не самый полноводный сезон, и водопад не в самом своем мощном состоянии. Шотландский исследователь-путешественник Дэвид Ливингстон, побывавший на водопаде в 1855 году, назвал его в честь королевы Виктории. На языке лози, коренного населения этих мест, водопад был известен как Моси-Оатунья, что в переводе означает «гремячий дым». Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Входит в состав 2 национальных парков – Моси-Оатунья в Замбии и Виктория-Фоллс в Зимбабве. Мы расположились в Замбии и отсюда же взлетали. А вот за тем мостом видно скопление автомобилей. Это и есть КПП на границе Зимбабве, куда мы и прилетели из Москвы. Но об особенностях пересечения границ я расскажу попозже. Пилот нас покружил вокруг водопада с разных сторон, и, как мне показалось, мы полетели в сторону аэродрома с понижением высоты. В какой-то момент мы еще снизились, и, оказавшись над каньоном, пилот заложил боковой вираж, и мы вошли внутрь каньона. Да, вот это по-нашему. Выбросы адреналина продолжаются. Виражи, сверхмалые высоты, скорость и, конечно же, виды. Этого просто не передать. Хотя как не передать? Один только я в тот момент снимал на 2 камеры одновременно. А еще все семейство получило по гаджету и поучаствовало в съемках этого пролета.
Виражей было много, собственно, как и эмоций. Пилот оказался настоящим асом высшего класса. После каньона мы продолжили наш полет над водной акваторией Замбези. И в какой-то момент рядом с нами появился мотодельтаплан. Да, на них также катают туристов. Видите вот эти большие кораблики? На них тоже катают гостей. И что из себя представляет такая водная прогулка, я расскажу в следующем выпуске. Далее мы перешли к полетам над равнинной частью национального парка, и пилот нам показывал с воздуха слонов, носорогов и других африканских животных, периодически закладывая виражи, от чего мы, собственно, давали ора. Но все в этой жизни не вечно, и наш полет подходит к концу. Мне, конечно, доводилось летать и над Гранд-Каньоном, и у нас на Камчатке, но, конечно, такого я не испытывал. Вот это вот элемент, как будто ты в воздушном симуляторе или в какой-то компьютерной игре несешься по каньону с перегрузами, моментом даже подпирало так, знаете, по-настоящему. Это просто непередаваемо. Друзья, если вы будете, не зажлобите. Да, конечно, это не дешево, но поверьте, эмоции, которые вы испытаете, это стоит того. В общем, хочу поделиться своими приключениями, своими ощущениями от этого замечательной экскурсии. В общем, незабываемый был трюк, когда мы летели, и он резко ушел в каньон. Вот это вот прям я ощутил на себе. Очень понравилось, очень круто. Пилоты молодцы. А мы увидели, получается, слонов, баффало. Потом мы увидели носорогов и косуль. Конечно, это не сравнится, наверное, с наземным сафари, но мы за другим летали. Мы в первую очередь летали не для того, чтобы посмотреть животных, а для того, чтобы посмотреть водопад. Что мы, в принципе, и сделали. Дальше нас ждал запоминающийся ужин вновь на реке Замбези. Все в том же отеле Royal Livingstone. Вновь общение с местным животным миром и традиционные уличные африканские музыканты. Если честно, я впервые вижу эти незатейливые африканские музыкальные инструменты, которые называются балафоны. Я не ожидал, что из таких простых конструкций может получиться такая веселая музыка. Естественно, мне нужно обязательно было попробовать себя в роли балафониста или балафонщика. Тем временем, пока я пытался не испортить красивую африканскую мелодию, моя команда расположилась на веранде с видом на вечернюю Замбези, водопад Викторию и уходящее солнце. Я думаю, после этих кадров понятно, почему отели здесь стоят недешево. Примерные цены за номер на двоих таковы: от 400 до 800 долларов в сутки. Потому что здесь собран весь африканский жир. Вот вам и вид на водопад, и реку, в которой открывают пасти бегемоты, и закат, и дикие животные, мирно прогуливающиеся по территории отелей. Конечно, можно неподалеку найти приличное жилье в разы дешевле, но там всего этого уже не будет. Как говорится, Африку можно исследовать с любым бюджетом, комфортным для каждого путешественника. А мы тем временем продолжаем наслаждаться потрясающим африканским закатом.
После коктейля на веранде мы перешли на открытую террасу, все на том же берегу реки, где нам накрыли ужин. Честно скажу, это было сделать не так-то просто, поскольку все при броне были расписаны. Но опыт моего друга-ресторатора Евгения и мои почти 1 миллион подписчиков сделали свое дело. И вот мы уже листаем меню. Итак, мы сделали заказ, в общем, из чего он состоит. Мы взяли несколько стартеров. Это салат с арбузом, крокодиловое карпаччо, салат с местной фетой. В общем, разнообразное меню. На второе мы заказали свиные ребра и в индийском стиле баранину. В общем, каждый подобрал для себя гарнир. Ну, а увидев дровяную печь, естественно, дети захотели попробовать местную пиццу, поэтому пицца тоже выбрана. А еще хочу отметить то, что это винный регион. И несмотря на то, что мы здесь 2-й день, мы уже сняли пробу из белого вина, из красного вина. Вчера нам очень понравился и Савиньон Блан, и Шираз, но сегодня мы будем пить Пино Нуар. Этот ужин был нашим первым знакомством с кухней Африки. Мы пробовали и различные мясные блюда, и морепродукты, и, конечно же, продегустировали вино с африканского континента. Кухня в основном была заточена под европейцев, поскольку они являются самыми частыми гостями здесь, и ярко выраженного локального гастроколорита мы здесь не почувствовали. По сути, из местного было представлено лишь мясо различных видов антилоп. Ну что ж, нам принесли горячее блюдо. В данном случае это свиные ребрышки. Пробуем. Такие разваристые, слегка поджаренные. Кисло-сладкий соус с добавлением чеснока, меда, еще чего-то. В общем, это вкусно. Вишенкой на торте стал не десерт, а вот этот бегемот, который в темноте вышел из воды и пошел кормиться травкой, как ни в чем не бывало. Именно поэтому по периметру отеля натянута проволока, которая находится под напряжением. Такая приятная встреча и зафиналила этот интересный и насыщенный день. Следующий выпуск целиком и полностью будет посвящен африканскому колориту и дикой природе. Мы поедем в национальный парк Ботсваны, где нам предстоит окунуться в атмосферу водного сафари. Далее эстафету подхватит сафари по суше в классическом варианте на подготовленном сафари-джипе. А вечером, вернувшись в Замбию, мы встретим закат на реке Замбези, продолжая наблюдать за животным миром с воды. А после этого с головой окунемся в фольклор Замбии на званом ужине в национальном стиле. И чтобы все это не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите свой комментарий для поддержания и продвижения моего канала. До новых африканских встреч!